Друзья, всем привет! С вами снова Андрей с новым рассказом на русском языке. Итак, поехали! Существует миф о том, что спецслужбам давно известны секретные методики, благодаря которым агенты могут в считанные недели изучить любой язык до уровня носителей языка. Недавно ЦРУ рассекретило документы, некоторые из которых проливают свет на то, как изучали языки его сотрудники. В январе 2017 года ЦРУ опубликовала рассекреченные в 1995 году 13 миллионов страниц документов. В них приводятся данные с 1940 по 1990 годы. Часть информации, попадающая под государственную тайну, из документов удалена. О языковой подготовке сотрудников ЦРУ можно узнать из документов, относящихся в основном к 1970 годам. В них описаны задачи языковой школы ЦРУ, методика преподавания, материальная база, особые загородные тренировки, требования к выпускникам. Сотрудников ЦРУ начали обучать иностранным языкам в 1951 году. В первые годы работы языковой школы еще не было сформированной методики. Преподавателям приходилось экспериментировать с разными подходами и перенимать опыт других учебных заведений для государственных служащих, в частности, Института зарубежной службы Foreign Service Institute, основного учебного заведения для дипломатов США. Но уже в начале 1970-х в языковой школе ЦРУ уже работало более 80 преподавателей, носителей языка. Около 800 студентов проходили обучение в течение года. Школа была оборудована по меркам тех лет по высшему классу. В распоряжении студентов были 2 лигафонных кабинета, оборудованных по последнему слову техники, катушечные и кассетные магнитофоны, более 10 тысяч кассет с записями на 27 языках. В библиотеке хранились книги, газеты и журналы на всех нужных языках. Сейчас, благодаря интернету, подобные ресурсы доступны любому желающему, но в 1970-е годы языковая школа ЦРУ была настоящей сокровищницей для изучающих языки. Метод обучения в ЦРУ был в основном позаимствован у Института зарубежной службы. Он описывается как интенсивные занятия с инструкторами, носителями языка в условиях плотного контакта с изучаемым языком. Основные особенности обучения следующие. Учащиеся занимались по 5-6 часов в день с преподавателями, носителями языка. Преподавателей иногда меняли, чтобы разнообразить акценты. Изучали не только язык,
но и культурные особенности страны. Группы не более 6 человек, обычно 3 человека. Классные занятия проходили с упором на разговорную практику. Ежедневно 2 часа отводилось на самостоятельные занятия, чтение и аудирование в библиотеке и лигафонном кабинете. Аудио, кассеты и литературу разрешалось брать на дом для дополнительных занятий. За успехи в изучении языка студентов поощряли денежной премией. Целью школы было не обучить агента языку настолько, чтобы он смог прикинуться носителем языка. Видимо, в ЦРУ понимали, что американец, как его не обучай, не сойдет за русского в СССР или за китайца в Китае. Выпускник должен был дойти до минимального профессионального уровня, научиться справляться с иностранным языком во всех ситуациях, то есть достичь примерно уровня B2, C1. Сроки обучения были достаточно короткими. Упоминается, что цикл обучения составлял около года. К примеру, учебный 1971-1972 год длился 40 недель, за которые прошли обучение 128 студентов. Экзамены проводились раз в год. Главная особенность обучения, если сравнивать с тем, как учатся обычные студенты, колоссальная нагрузка, огромная интенсивность занятий. Если провести параллель с физической подготовкой, то разница между тем, как учили языки обычные люди и агенты ЦРУ, была примерно такой же, как разница между школьной физкультурой и тренировкой спецподразделений. Интересным этапом обучения было полное языковое погружение. К нему допускались студенты, уже довольно хорошо владевшие языком. В документе за 1971-1972 годы указано, что учащихся на 2-2,5 дня отправляли в некое место, где они вынуждены были полностью отказаться от английского и говорить только на изучаемом языке. Где именно проходило погружение, не указано. Название места из текста удалено. Также в более раннем отчете упоминается, что еще в 1956 году студентов отправляли на 3-5 дней на загородные тренировки Out of Town Training на некий объект, сайт, где использование изучаемого языка могло быть обязательным 24 часа в сутки. Что это за объект, не описано. Отмечается, что погружение было эффективно лишь при условии, что у студента уже была какая-то основа. Поэтому начинающих отправлять в языковую среду не было смысла. В открытом доступе
почти нет информации о том, как сейчас преподают языки в ЦРУ. Однако сомнительно, что изменилась суть подхода. Интенсивные занятия с инструкторами-носителями языка в условиях плотного контакта с изучаемым языком. Можно предположить, что в наши дни преподавание языков в ЦРУ мало отличается от преподавания в Институте зарубежной службы, поскольку опыт этого института активно перенимался ЦРУ, начиная еще с 1950-х. Например, сейчас в Институте зарубежной службы преподают более 80 языков. Почти все преподаватели – носители языка. Дипломаты учатся минимум 5 часов в день, занимаются дополнительно в библиотеке и лигафонных кабинетах. Плюс им задают домашние задания. Обучение длится от 4 месяцев, если это близкий к английскому язык, испанский, французский, и около года и более, если изучается язык, сильно отличающийся от английского. Русский, китайский, арабский. Итоговый уровень от дипломатов ожидается также на уровне минимального профессионального владения. То есть примерно B2, C1. Друзья, вот такой замечательный рассказ о методике изучения иностранных языков. А какую методику используете вы? Поделитесь в комментариях. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Огромной вам удачи и пока.